Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре. В католической традиции Рождество начинается 25 декабря и длится до 6 января, до праздника Богоявления, который завершает рождественский цикл. Это особый праздничный рождественский период. Вот, допустим, в славянской традиции он имеет свое особое название – святки. Богоявление по-гречески «эпифания». Это праздник, посвященный 3 евангельским событиям – Рождеству Иисуса Христа, поклонению волхвов и крещению Иисуса Христа, Сына Божьего, в реке Иордан, когда на него сошел Святой Дух в виде голубя. Именно поэтому Богоявление считается итогом Рождества, а не отдельным праздником. То есть вот это вот некий цельный такой момент – рождественские дни, и завершающий элемент – это Богоявление. Так формируется понятие 12 дней Рождества. Период с 25 декабря по 6 января. Будем говорить про григорианский календарь. Исторически 12 дней Рождества известны как Christmastide – рождественское время, что в принципе так и переводится святки по сути. В Ирландии в течение этих 12 дней Рождества люди отдыхали, ходили друг к другу в гости, угощали друг друга. Последний день Рождества, 6 января, в Ирландии называли маленьким Рождеством, Little Christmas, или женским Рождеством, Women's Christmas. В ирландском языке этот день называется Noleg Naman, буквально переводится как «Рождество женщин». Существовала даже поговорка для этого дня Noleg Naman, Нолек Ганва. Женское Рождество – Рождество без излишеств, потому что к этому дню уже все основные угощения и напитки заканчивались. Все уже было съедено и выпито за 12 рождественских дней. Поэтому маленькое женское Рождество уже считается таким довольно скромным, тихим праздником, но тем не менее является своеобразной изюминкой вот этого вот рождественского цикла, неким завершающим днем. По ирландскому обычаю 6 января женщины отдыхают от домашних забот, у них есть время на себя. Ведь все эти 12 дней они хлопотали по дому, все эти 12 рождественских дней они трудились, и теперь по праву 6 января они могли отдохнуть. Они пекли печенье, какое-то простое печенье, собирались вместе, женщины, за чаем, вспоминали истории прошедшего года, с теплом и любовью вспоминали предков и умерших родных. Это был день не безудержной радости, а спокойный, тихий день, тихий праздник. 6 января в Ирландии считался единственным таким особым днем, когда мужчины брали на себя заботы по дому, вот эти все хлопоты, даже делали некую символическую легкую уборку по дому, чтобы, так сказать, начать обычный трудовой год. Женщины же собирались с подругами, за семейным столом. В наши дни даже периодически женщины ходят в пабы. На Women's Christmas многие пабы по всей Ирландии устраивают специальные акции и скидки для женщин, подчеркивая особый характер этого дня. В народной традиции 6 января считался моментом перехода. Рождественский период заканчивался, и 6 января уже нужно было снять все новогодние украшения. Если оставить рождественский вот этот новогодний декор, это к неудаче. Уборка рождественских украшений означала, что старый цикл завершен окончательно. Согласно некоторым фольклорным записям, в этот день в отдельных домах ненадолго открывали двери и окна, чтобы символически отпустить Рождество и впустить Новый год, новый цикл в дом. Как и другие переходные даты года, особое внимание уделяли огню в доме. 6 января считался днем закрытия рождественского очага. Огонь не гасили полностью, он символизировал, так сказать, защиту дома после окончания праздников. По этой же причине старались не давать в этот день огонь из дома другим людям, как и в другие тонкие ночи. Это перекликается с древним кельтским запретом на вынос огня в переходные периоды. Посмотрите мое видео про этот запрет, жмите на ссылку вверху экрана или переходите по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео.
В маленькое женское Рождество было также принято делиться последним праздничным рождественским хлебом. Весь рождественский хлеб к 6 января должен был быть уже съеден. Ничего не должно было оставаться. Потому что вся еда, как и огонь, принадлежала году уходящему празднику. И, соответственно, должна была уйти вместе с ним. После праздника оставляли одну свечу Рождества. Ее зажигали именно 6 января. И после этого уже все полностью считался рождественский свет исчерпанным. Эта последняя свеча была символом завершенности цикла. Корни Нолек Наман уходят в переплетение христианской и народной фольклорной традиции. В ирландском народном сознании этот день воспринимался как рубеж между темной и светлой половиной года. Момент подведения итогов, так сказать. В фольклорном смысле маленькое женское Рождество связывали с женским сакральным началом, мудростью, выносливостью и цикличностью жизни. Некоторые исследователи видят в этом дне отголоски древних кельтских представлений о женской силе, проявляющейся именно на границе времен. Сегодня маленькое женское Рождество остается тихим и теплым финалом рождественского времени, в котором христианская символика, фольклор и живая народная традиция по-прежнему переплетаются. Нолек Наман в Ирландии – это день возвращения баланса, день благодарности женщинам и символическое завершение годового цикла. Если вам интересна кельтская мифология, древние традиции и тайные смыслы знакомых обычаев, подписывайтесь. Впереди еще много интересных историй. До новых встреч!